Всем привет, друзья-боксерчики! И сегодня мы вновь будем говорить о гире, о ее полезности, о ее силе для боксеров. Поэтому смотрите, берите на вооружение. Вот, смотри, одно из самых таких для взрывной силы в боксе используют вот эти вот маховые упражнения, которые делаются от маха, от взрывной вот этой части. Если в первой части мы больше как бы ориентировались на вот именно стабилизацию, то в этой части уже вот некоторые такие моменты по взрыву. То есть упражнение это, я вообще считал его чисто разминочным упражнением. Теперь смотри, возьми ее двумя руками. И попробуй вот так же вот с маха его буквально выдернуть. Здесь у тебя и стопа, и все работает. То есть ты прям вплоть до того, что на носки прям становишься, чтобы весь цикл ноги включить взрыв. Видишь? Заводи туда ее, прям туда заводи. Во, хорошо. Следующий момент, тоже как взрывная сила идет, берется одной рукой. Также ты ее ногами стартуешь и дергаешь ее резко вверх. Видишь, она сама вылетает. Также можно и до носочков прямо прогнуть. Смотри нюанс. Вот ты тащишь ее сюда, вот так. А тебе вообще вот про это даже не заморачивайся. Видишь? Вот. Достаточно. Вот это правильно было. Как это может усиливать удар? Вот первое, что у тебя идет. Правильно? Вот под это движение ты и делаешь взрыв. Что здесь, что здесь. Видишь, принципы схожие. Что так ты можешь вытолкнуть, что так. Единственный момент, который, как бы ключевой, это чтобы снаряд у тебя был точно посередине, без завалов ни на одну, ни на вторую сторону. Следующий вариант. Упражнение, подводящее под удар снизу. Все очень просто. Делается локоть на коротке и прожигается. Старайся локоть как можно меньше разгибать, чтобы сохранить напряжение вот в этой части. То есть не вот так. То есть вот он у тебя как идет, ты так и перекидываешь под удар снизу. Вот видишь, где я ее держу? То есть не на пальцах, а вот на этой части. И вот от этой части ты ее откидываешь. О, видишь как? И вот сюда. Ручку, как бы прям туда глубоко засовывай. Ты перекинуть ее должен. Во, пытайся. Теперь смотри. Смотри. Вот эта часть у тебя должна работать. Плечо должно работать. Плечом, все плечом делаешь. Теперь попробуй также походить. Движение придавай. Стой, поставь. Чтобы сформировать движение, надо понять, откуда ты ее будешь гнать. Видишь? Вот у тебя движение. Вот у тебя движение. Видишь, как мягко получается? Видишь? Все просто. Попробуй еще разок. Ко всем вот этим упражнениям надо просто привыкнуть. Вот это уже лучше. Все через центр делаешь. Следующее упражнение скоростное. Но прежде я хотел бы развеять один из таких краеугольных мифов, что вот этот снаряд замедляет боксеров. Дело в том, что некоторые скоростные качества можно отработать только с тяжелым весом. Не с тяжелым весом, а, скажем так, с весом, который тяжело делается, чтобы создать
иной раз импульс. Импульс не какой-то конкретной мышцы, а импульс всего тела. А это можно сделать только на сильных мышцах. Если какая-то из мышц у тебя будет отставать, ничего не получится. Поэтому смотри, обхватываешь ее сверху, вот таким образом, и начинаешь разгонять ее. Это тоже под удар снизу и под удар сбоку. То есть момент, когда ты максимально, вот локоть, смотри, максимально задирается вверх. Вот. При этом гиря на месте стоит. И вот тут еще один момент, смотри. Вот видишь, здесь залом на кости у тебя идет. Выровняй, еще раз поставь, и я покажу хват. Потому что от хвата много зависит. Вот смотри. Видишь, как я обхватываю? Видишь? Угол, видишь? В кисти. Вот он. Как раз под удар. Отводишь локти сильно. Ну, вообще вот 16 килограмм, ну, это не очень тяжелый вес. Поэтому ты можешь делать ее, ну, раз в неделю как обязательно. Если как бы для роста, для такого прям уж роста, можно делать ее хоть через день. Я знаю парней, каждый день делают. Ну, правда, разные упражнения. То есть не одно какое-то упражнение делают, а разные упражнения. Просто настолько любят снаряд этот. То есть он универсален, компактен и, в принципе, ну, доступен. Поэтому, как бы, ну, такой популярный. В последнее время вообще интерес к нему просыпается. Все практически, ну, вот основные бойцы, все проходят через него. То есть, ну, я, по крайней мере, ни одного не знаю, который бы не занимался с гирей. Вот с точки зрения серьезных бойцов. Потому что, еще раз говорю, усиление, вот ты 3 месяца с гирей поработаешь, сразу почувствуешь. Вот даже вот по стабилизации, вот ты работал с гирей, помогло оно тебе? Сразу ощущения другие. То есть ты ощущаешь себя совсем по-другому. Вот есть одно упражнение тоже, является оно подводящим, тоже вот по похожей схеме делается с выносом. Считается это, ну, стабилизирующее упражнение. Здесь смотри, какой нюанс. Здесь можно ее вообще от себя отводить. Можно по короткой делать, со скручиванием. Видишь, какое техничное скручивание? Вот это вот техничное скручивание, это как раз вынос ударов. Здесь также можно как снизу выносить, так и сбоку. Поэтому как бы вот это вот богатство надо использовать. Богатство самого движения. Сейчас короткий попробую сначала. Ну, короткий, да, короткий очень хорошо идет. А вот теперь амплитуду просто увеличь. И замечаешь вот эту фазу, где у тебя расслабление. На верхней точке у тебя расслабление наступает. И опять сжатие. Продолжение этого упражнения, чтобы уже отключить, как говорят, нижнюю часть. Вот смотри, тот же самый принцип. Колени чуть-чуть сведи, колени. Во, вот так. Да. Видишь, как оно по-другому работает? То есть здесь ты за счет ног можешь ее выкидывать, а здесь ты уже за счет тела. То есть связка ног и тела. Все просто. Вот. Здесь очень хорошо косой пресс работает, и очень хорошо спина работает. То же самое ты делаешь, но уже лежа. Вот таким образом. Это уже плечи. Чуть-чуть руки вытяни вверх, чуть-чуть. Во, вот отсюда, во. Лопатки старайся скручивать. Точнее, не скручивать, а поднимать просто одну из лопаток. Хорошее очень упражнение. Помню, что было мне лет, наверное, 15. Я по 50 раз делал. Смотри, как. Захватываешь ее сверху и делаешь пронос.
Лопатки полностью прижаты. Здесь очень сильно срабатывает вот именно технический момент. Технический момент мне никто не ставил. Я просто делал упражнения, как делали все. Как-то вот оно само вот и настраивается. Вот, видишь, вот режим. Отсюда сюда. Видишь? Видишь, уже не пойдет. Уже не пойдет, Димка. Ставь. Теперь вот у твоего изголовья, вот как она стоит, так ты ее хватом и цепляй. Да, упражнение как бы похоже на полувер, только у ней короткая часть. Еще раз говорю, то есть, ну, у меня доходило вот 50-60 раз я делал с 16 килограммами. Потом вот это вот упражнение я делал с 32 килограммами, ну, тоже где-то лет 16-17 было. Приготовился? Тянешь вот до сюда. Ручки, локти чуть-чуть сведи, да, пошел. Во, достаточно. Вот до сюда, все, больше не опускаешь. Вот у тебя игра идет. Похоже это на удар снизу? Видишь, это безопасная прокачка. Смотри, только в голову себе не втыкни ее. На этой же базе есть еще одно упражнение. Тоже веселое. Делается на прямых руках. Попробуешь? Локти сведи. Во. Теперь на прямых руках. Как взять, так или вот так? Ну, как тебе удобнее. Вот можно так. И так тоже правильно. Во. На прямых руках. Пошел. Тянешь. Вот до сюда. Все. Прямые руки. Во. Старайся удержать локти. Упражнение простое, но оно все равно, как бы, ну, когда никогда не делал такое, здесь надо быть все равно осторожным. Все вроде как бы, ну, просто элементарно. Но чтобы научиться, надо время. Для тебя, видишь, это только как бы начало, поэтому вот пока ты пробуешь, начинаешь, самое главное, вот, ну, как бы ключевые вот эти вот моменты технические впитать. Только и всего. Ты ее задираешь вверх. Вот таким образом. И начинаешь делать круги. Как в одну, так и в другую. Ну, и еще одно упражнение. То есть вот это вот упражнение уже, вот это вот классика школы бокса. То есть, клянусь, вот именно так мы и делали. Для бойцов, ну, как бы, так скажем, легкой весовой категории 16 самое то. Больше 70 килограмм 24, больше 80 килограмм 32. Вот смотри, вот отсюда. Простым движением. Можешь одну руку вот сюда, можешь за голову. И вот таким вот способом поднимаешь. Видишь? Упражнения несложные. Но требует сил. Вот так вот 30 раз выжмешь ее. Может, да, мне вот просто, ну, как бы рука за головой, мне удобнее. Видишь, своя специфика. Тоже из серии, ну, не знаю, простых упражнений, тоже лежа делается. Вот таким вот образом. Вот здесь есть один момент. Вот когда коврика нету, мы подкладывали, прям реально полотенце в несколько раз складывали и подкладывали, потому что здесь делается угол локтя. Ну, то есть ты буквально на локтях стоишь. То есть по поводу, как бы, ну, вот, новичкам вообще не рекомендуется это упражнение. Ну, связано с травматизмом. Вот и ты потихонечку вот такие вот вещи делаешь. Видишь? Если как бы уже на опыте, можешь побыстрее делать. То есть у тебя кисть должна работать, только кисть. Вот здесь ты вот тут и фиксируешь. Видишь, у тебя пошел развал в пальцах. Держи ее, держи. Тоже, ну, очень интересное упражнение. Можно делать его, кстати, с 2 гирь. Вот.
Но чисто вот в нашем варианте с использованием лавочки, видишь, они примерно одинаковые. То есть ты одну руку фиксируешь вот таким образом. Еще раз смотри, как я захватываю, как я тяну ее. Вот у тебя движение. Можешь тянуть чисто вот так, а можешь тянуть вот так к плечу. Еще раз, разница. К груди и к плечу. Есть еще третий вариант, когда ты тянешь на широчайшую сюда, вот сюда тянешь. Видишь? 3 положения, 3 варианта. Попробуй сначала к груди. К груди, к плечу, к бедру. Груди. Вот где грудь. Складывай. Тут бицуха работает. Вот на этой складке бицуха работает. Сильнее. К плечу. Больше локоть. Во! Пол не трогай. К бедру. И вот сюда выносишь. Вот похоже уже. Ну и такой макрокомплекс для ног. Тоже одно из очень простых упражнений, очень эффективных упражнений для развития уже как бы, базового развития ног. Одну ногу ты ставишь на стул, вторую. Вот смотри, есть разница. Вот ты здесь держишь гирю, приседаешь. Это одна система. Держишь вот здесь, другая система. Поэтому вот по 2 раза. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Еще раз говорю, вот такие вот простые упражнения, очень они полезные. Очень. И, кстати, не только для бокса. То есть они, у некоторых видах спорта, как базовые упражнения для развития вообще скелета. Или, как говорят, корсета. Вот из серии серьезных упражнений, то есть гирю захватываешь, локоть выдвигаешь вверх и хотя бы 3 раза вот так вот ее проведи. То есть это очень серьезное тоже ударное упражнение. Это реально для сильных парней. И если кто-нибудь, сделает это упражнение хотя бы на 4 раза, парни, напишите, мы вас поприветствуем. О, пошел, давай. Вот, давай, терпи. Вот, красавчик. Молодец. Парни, дерзайте, вдруг получится. Впредь мы будем еще продолжать эту тему с гирями, то есть покажем еще более сложные упражнения. То есть на базе простых можно еще там много усложнений есть. То есть специфика специальных упражнений на то и заточена. Чем выше у тебя квалификация, опыт, тем уже сложнее и сложнее. То есть вплоть до того, что там некоторые упражнения, их без специальной подводящей подготовки не сделаешь. Поэтому, парни, смотрите, наблюдайте, берите на вооружение.